тот самый кругляк, который я когда-то одним из первых точил на ТВшке. Кругляк 40Х. И вот теперь я понимаю, что косяк был не в станке. Специально ставил резец Т5К10 и буквально вот за такой небольшой проход, ну и пару торцеваний, пластинка сгорела. То есть этот кругляк все-таки явно термоулучшенный. А я тогда думал, что это косяк ТВшки, что ТВшка не берет 40Х. Перед выполнением операции расточки цанги хорошенько расточил сами кулачки, максимально точно, насколько это возможно. По крайней мере, на таком и на меньшем диаметре погрешность каждого зажатия не превышает 2-3 соток, а иногда каким-то чудом составляет всего 1 сотку. Чудо белорусский патрон не перестает удивлять. Сейчас уже зажата именно деталь в цангу. На ней присутствует некий облой, поэтому стрелка индикатора прыгает. Но на удивление погрешности тут всего несколько соток, что для данной операции в моем случае за глаза. Так что есть смысл проводить эксперимент дальше. Ну, внешне выглядит практически так же, как на ТВшке. Хотя на самом деле подобрать режимы, особенно при торцевании, оказалось намного сложнее, чем я думал. Когда ведешь руками, можешь увеличивать подачу по мере уменьшения или увеличения диаметра. А здесь так не прокатывает. Имеется в виду автоподача, конечно же. Ну, как бы в целом отличить разницу нереально. Надо попробовать запустить. Быть может, эти 5 соток почувствуются в работе. Вот уже вижу, что посадку можно было сделать поплотнее. Ну, честно говоря, пока вообще никаких вибраций не ощущается. На биении также. Да и мне кажется, посадка вот этих дисков выполнена намного менее качественно, чем я делал переходники.
Мне вообще почему-то кажется, что здесь достаточно точности даже в десятку. Но на всякий случай все равно буду проверять. Да, ленточная пила бы сильно упростила мою участь. Ну, хоть так. Это, кстати, 40Х. Судя по обработке, термоулучшенная. Так что быстрорез, мягко говоря, берет ее так себе. Вот такое ужасное качество металла получается, когда не заморачиваешься с поверхностью. Это черновая, именно обдирочная работа. Снимаю по 2-2,5 мм с диаметра. Как вы видели, частотник при этом работает на частоте 25 Гц. Двигатель здесь установлен всего 750 Вт. Станок при этом абсолютно не напрягается. А если добавить СОЖ, то и не нагревает при этом деталь. Ну, соответственно, охлаждается инструмент. Вот теперь задумайтесь, какая реальная мощность китайских моторов на китайских токарных станках домашних при их-то съемах. Ну, в данном случае демонстрируются честные мощностные характеристики обычного советского двигателя. Ну и не забываем, что если применить обычный напойной резец, заточить его поострее, то нагрузка будет еще меньше. Покупал для экспериментов практически первую встретившуюся мне недорогую оправку. Ей оказалась оправка для сверлильного патрона с концевиком конус Морзе 4. Нужна она мне была для того, чтобы был хоть один пример конуса Морзе 4, потому что у меня не было ни одной оправки на тот момент. И вот сейчас пытаюсь по ней обкататься, ну и соответственно вижу качество изготовления.
Знаю, что почти у всех блогеров все всегда получается с первого раза, но, видимо, я какой-то не такой. У меня получается именно вот так. Ну ничего, пойду загонять на прессе. Промежуточный итог такой. Уже сделал проточку под сам переходник. Остается только вынуть шлангу и изготовить прорези. Как это часто бывает, увлекся процессом, ничего не снимал, но уже, в общем-то, готовый результат. Изготовлен специальный шомпол, ручка. С обратной стороны на шомполе даже не нарезалась резьба, а просто приварена шпилька из высокопрочного материала. Эта ручка вращается вместе со шпинделем, ну и она же является ручкой для затяжки цанги. Сам шомпол еще предстоит подправить, он немного такой кривой. Взял первый попавшийся пруток, с обратной стороной немного пролетел, хотел ее торцануть, но в таком виде, в котором она сейчас, я уже не смогу ставить эту конструкцию в шпиндель. По замыслу должно хватить одной лишь ручки с накаткой, но если вдруг ее не хватит, то вот здесь в торце, скорее всего, сделаю отверстие под какой-нибудь ключ от болгарки. В строго определенном месте приварено вот такое кольцо. Именно оно упирается в сам шпиндель. Так как это 250 иш, а не 611 серия, шпиндель заканчивается примерно в середине передней лапки. Было довольно трудно удержаться и не провести простейший тест, ради чего это все и затевалось. Установлен переходник. Он бракованный, но в принципе соосность на нем нормальная. Проверяем. Плохо, конечно, видно, но, судя по всему, погрешность не превышает 2 соток. В данном случае это отличный показатель. Ну и следом проверка торца. Тоже в районе 2-3 соток. Учитывая то, что я установил переходник буквально пальцами, не поджимая задней бабкой, тоже отличный результат. Ну и в принципе после 5, 6 или 7 даже соток, которые у меня получались на предыдущей цанге, результат достойный. Глубина проточки в этой цанге такая же, как и вот в этой цанге, составляет 1,5 мм. Фаска на переходниках в районе 0,8 или 1 мм. Соответственно, остается всего полмиллиметра на зажим. И в этом самый главный плюс цанг. Этих полумиллиметров с головой хватает для того, чтобы можно было уверенно обрабатывать все остальные поверхности зажатой детали. Цанга зажимает намного надежнее, чем обычный токарный патрон.
Все вроде бы хорошо, но вот с извлечением цанги довольно-таки большая проблема. Из-за того, что угол здесь не такой, как у большинства цанг, она заедает шпиндели. И приходится путем постукивания какой-нибудь деревяшкой по шомполу все это извлекать. Говорят, если долго мучиться, когда-нибудь что-нибудь да получится. В этом случае получились вот такие цанги. Эта цанга практически бесполезна, но кто знает, может быть в будущем для чего-нибудь она пригодится. Я старался делать в обоих случаях шейки побольше, чтобы их можно было неоднократно перетачивать. Эта цанга показала себя намного лучше. Единственная проблема с извлечением. Ну, в общем-то, цанги рассчитывались, проектировались давно. Не зря все уже пришли к другим формам цанг, которые обычно и используют на штатных цанговых патронах для станка ИШ. Но найти такой патрон в нормальном комплектном состоянии и за более-менее адекватные деньги не представляется возможным, поэтому как временный вариант, в принципе, очень даже неплохо. Учитывая то, что затратил я на эту цангу примерно 0 рублей. Ну, фактически цену электричества. Как видите, пока все отдыхали в новогодние праздники, я немножко поработал, сделал небольшую партию переходников. Конечно же, основная цель всего этого не достичь каких-то мега больших объемов в производстве переходников, а именно потренироваться. Потренироваться в небольших партиях какой-то мелкосерийки, понять, как это все происходит и как это все лучше организовывать в будущем. Я думаю, по прошлому видео вы примерно представляете, насколько я сам себе доверяю, поэтому каждый переходник, несмотря ни на что, я проверяю на вот этой вот мини-УШМ, которая изначально у меня и появилась. Проверяю исключительно на глаз и на ощупь. На глаз, чтобы не было биений, на ощупь, чтобы не было излишних вибраций. В плане качества изготовления, когда появилось зажатие с нескольких установок, естественно, качество чуть снизилось. Но по факту, что мы имеем? Точность пока что удается удерживать на уровне 2-3 соток. Я тут недавно поэкспериментировал и позамерял шпиндели заводских болгарок, имеющихся у меня. Это где-то 3 или 4 штуки. Так вот, когда я замерил их размеры, я немножко ужаснулся. И фактически получается, что я делаю эти переходники с точностью, превышающей в несколько раз. Так что даже погрешность в 5-6 соток в принципе не должна ни на что повлиять. Даже посадка диска на большинстве болгарок выполнена с просадкой в несколько десяток. Какие уж тут сотки. Я же стараюсь попасть в 2-3 сотки, чтобы диск садился четко, не болтался и не было излишнего натяга. Ну и считаю, что самый, как говорится, цимис, когда переходник снимается вот так. В таком случае он не слетает при замене диска, садится максимально плотно, без каких-либо биений. Ну, вы понимаете. Но на практике выяснилось, что при отправке массово переходников люди стараются всяческим образом протачивать их, подгонять, чтобы они не заедали на шпинделе. Поэтому было принято решение все-таки делать посадку в массовом случае свободной. Данное видео не планировалось, не проектировалось, никоим образом не рассчитывалось, когда выйдет, что выйдет и так далее. Это лишь куча всего собранного материала. Поэтому в рамках данного видео у меня все. Хочется всех поздравить с недавно наступившим Новым годом, пожелать всего наилучшего, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы появлялись новые,
Спасибо, что остаетесь на канале. Всем спасибо за просмотр. До свидания.